Все мы привыкли, что Гукеш Дамараджо, действующий чемпион мира, ливает катку за каткой и ничего не может, ничего не добился. Но то, что он сделал сегодня против Аниша Гири, сильного классического шахматиста, который занял второе место на кандидатском турнире, показывает нам, что Гукеш очень опасный соперник. Начинается партия ходом Е4, и с первых ходов Гукеш Дамараджо избирает острый вариант испанской партии с рокировками в разные стороны. Напомню, что Аниш Гири шел очень плотно на турнире претендентов. По сути, это второй после кандидата. Но то, как его повозил Гукеш по доске, это, ребята, картина маслом. Наблюдаем. А6. Аниш Гири атакует белопольного слона. Слон отступает на А4. Конь F6 и рокировка предлагает Анишу перейти в вариант с конь Е4. Это у нас полупокерный Берлин. Также после хода b5, слон b3, слон e7, рокировка, есть потенциальная жесткая контратака маршала, где черные жертвуют пешку, а взамен получают жесткую атаку. Слон e7, пока идем туда. И чтобы уклониться от этих контратак маршала, Гукеш скидывает слона на поле c6, портит пешечную структуру, но взамен черные выводят своего слонину по большой диагонали, все хорошо. Ферзь e2. Аккуратненько защищаем пешку. На Е5 не спешим брать, если забрать тут пешку на Е5, например, вот сейчас. Последует просто конь Е4. Конечно, могла бы партия вот Д4 продолжаться, все как-то так. Но у нас по-другому. Ферзь Е2 было в партии, Е5 подвисает. Ферзь Д6. Аниш защищается, Д3. Чтобы развить своего белопольного слона, дальше там конь С3, слон Е6, А4, сразу же Гукеш пихает ферзевого пихунделя. Анишу по самые не балуй. Кстати, Аниш знает русский язык, возможно, он смотрит мои видосы. Аниш, если ты здесь, отзовись, поставь лайк и подпишись. Жду тебя в комментариях. А6 играет Аниш и пытается сейчас сделать вот такие трюки на королевском фланге. Пора атаковать чемпиона мира. Б3. Аккуратненько, чтобы сыграть слон А3. Нашампурить этого ферзя вместе со слоном. Конь Д7, чтобы шампур не произошел. На слон А3 последует простое С5. С железобетонным контролем поля d4. Конь bd2, конь c4. Есть желание у Гукеша выпрыгнуть конем. И Аниш ничего не боится, уходит в 3-0. Фак тыкнул Гукешу и сказал: сейчас мы будем атаковать. Ты будешь принимать у меня, а я буду принимать от тебя. Так что грузи свои пешки, я буду надвигать свои. Хорошо, вызов принят. Гукеш пихает опять. Слон G4 и слон А3. Нашампурил этого ферзя вместе со слоном. 2 в 1. Ферзь Е6. Аниш отодвигает свою верку-ферзючку. Происходит размен на поле Е7 и ферзь Е3 с интереснейшей идейкой засунуть ферзя на поле А7, чтобы как-то побеспокоить чужака из дикого племени. Король пододвигается сюда, уже готов принимать ферзя на поле А7. Главное условие, чтобы этот ферзь был один, ибо если еще кто-то будет, король принять не сможет. Ладья Б1, Гукеш сандалит своего тяжелого астронавта и желает пихунделя заводить по самые Гималаи. Конь F8, аккуратненько конина идет через Е6 на поле F4 или на поле D4. B4, Гукеш начинает свою дикую атаку на короля черных. Конь G6, это тоже суетится. Взаимная любовь. Это тут, тут там. c4 пошла тепленькая вперед. Сопернички друг друга атакуют. Ферзь d7. Вместо того, чтобы надвигать пешки дальше, Аниш нападает на пешку d3, и надо как-то реагировать. Надо защитить. d4 пододвигать. Плохо, так как теряется пешка. Поэтому Гукеш играет ладья А3. Посмотрите на преимущество в 4 минуты во времени. О чем это говорит? Наверное, о многом. Ладья H8 подтягивает, защищает пешечку на поле Е5, и двигаем этого слона, он тут нам не всрался. Слон Е6 отступает. Гири, сейчас будет движение пешки Б, разрывать вот эти все дружные объятия черных пешек. Чемпион мира себя показывает в этой партии в лучшей красе. F6 допускает Гири ошибочку, что позволяет
Гене Гукешу пододвинуть коня на поле b3 и угрожать вилкой на поле c5, чтобы задвинуть потом этого елопа и атаковать одновременно ферзя. Ферзь d6 аккуратненько пошел сюда, и вот здесь момент истины. Можешь поставить видео на паузу, сыграть как чемпион мира Гукеш Дамараджу. Ход белых, атака, b5, конечно же. Я тебе показал ход, а ты мне лайк поставил. Забирает Гукеш. ЦБ, ЦБ, АБ и конь С5. Пешка Б5 под ударом. Ее можно защитить ходом С6. Если ее защитить ходом С6, получается полная подлива, ребята. Конь Д7 просто занос есть вот так вот. Чемпионский конина прыгает, скакает и наваливает. И если брать этого коня, конечно же, получается ферзь Б6. Ферзь вошел, как на приеме у проктолога. Надо королю двигать на А8. Ферзь А6 сюда, сюда. Ладья С6. Атака на ферзя с последующими матовыми угрозами ферзь b5. Единственное, что защищает черных, это взятие ладьи на поле c6. Тогда ферзь c6 и все равно висит. Слон c4, тогда отдавай материал, короче, полная жопа. Поэтому после хода конь c5 защищаться пешкой c6 ни в коем случае нельзя, ослаблять поле b6. Аниш пихает слона на поле d7. И в этом моменте следующий ход, который продолжает атаку белых фигур. Второй шанс тебе сыграть как Гукеш Дамараджу, чемпион мира. А6, конечно же, надо двигать вперед. Б6. 20 секунд осталось у Ани Шагири защищаться в такой позиции с таким временем. Но это вам, ребята, никуда не годится. Разрыв стабильности и разрыв шаблона, конечно же. Конь Б7. Вилочку надо прописать. Напал на поле d8, на ферзя напал, на всех понападал и всем раздал. Ферзь e6 надо отступать. Конь берет на поле d8, и кто бы мог подумать, что через несколько ходов, а именно через 8, эта партия закончится. Могли бы вы себе это представить? Так что, как показывает практика, Гукеш будет очень интересным соперником на матч претендентов к Джавахиру Синдарову. И если тебе мешают субтитры, напомню, ты их можешь выключать, не писать мне под каждым видео, что субтитры выруби. Ты сам можешь их вырубить, если они тебе мешают. В декабре нас ожидает матч Гукеша против Синдарова. Ты можешь подписаться на канал, чтобы этот матч не пропустить. Я буду его обозревать. Со всех сторон будем любоваться игрой чемпионов. d4. Продолжает Гукеш атаку. Угрожает задвинуть d5. Ну а если забрать эту пешку, тогда конь d4 подключается к атаке. Со взятием на b5 с вилками. Короче, там полная туфта. Ферзь А2. Гири закидывает своего ферзя с нападением на ладью и на пешку А6. Ладья С1, чтобы пропердолить на поле С7. Конь F4. Угрозы Гукеша нас не интересует. Мы желаем пододвинуть на Е2 с шахом. Король себе просто ретировался там, где попе тепло. Ферзь А6 и ладья С7. 4 хода нас отделяют от результата в этой партии. И казалось бы, что играй себе, сколько тебе влезет. Можно еще как-то держаться, ведь не совсем дрова, только чуть-чуть. Конь Е6 нападает Аниш на ладью на поле С7, следует ладья С2 и Б4. Не видит никаких угроз, не видит опасности. Гукеш забирает тут на Е5, слон А4. Ладья Д2, тихий ход, предложение разменяться. Ладья С8 и ладья Д6. Тихим ходом ладья d6, Гукеш Дамараджу заканчивает эту партию. Что же угрожает, почему он сдался? Сдался потому, как подвисает взятие на поле b6 с вилкой на ферзя на короля. Если пододвинуть своего короля, последует взятие коня. Двойной удар такой неприятный. Если конем сюда швырнуть, тогда просто ладья c5 у нас есть в партии. Если ладья c5, ферзь c5, пользуясь связкой на линии 6 горизонтали. Если забрать ферзя, тогда просто сюда. Черные остаются без материала, нету кем воевать. Поэтому ты подпишись, лайк. Сейчас еще вам запишу партию, как Абдусадоров Прагнананду там нагибал. Будете смотреть. Кликай по конечной заставке пока.